Вітаю вас у своєму трояндовому садочку. Я Світлана, і ви потрапили під Київ. Давненько я вам не показывала обзоры своих роз. Сегодня буду влюблять вас в одну красотку. Знакомьтесь, богатая, шикарная роза Домен Дитьер. Роза чайно-гибридная. По ней видно, что красота невероятная. Предназначена для срезки. Отлично стоит на своих прочных длинных побегах. Селекция розы Джарди Роз, Франция, 2009 год. В моем саду растет уже 2 года. Куст довольно мощный нарос. И вот так было цветение, слабое цветение этой весной. Этой весной у меня вообще провал по цветению роз. Но Домен Дитьер все-таки показал себя. Осенью будем любоваться более крупными, шикарными вот такими цветами. Это съемка прошлого года цветы. В этом немножко мельче. Куст довольно компактный, крепкий. Высота куста до 1,5 метра где-то. Так и есть он узенький, но высокий. В ширину 70-80 сантиметров. Но свои такие крупные пурпурно-фиолетовые цветы держит очень крепко. На побегах не по одному, по 2, по 3, видите, цветка может быть одновременно цвести. Листва у этой розы матовая, темно-зеленая. Можете посмотреть характеристики. Очень интересный глубокий цвет розы. Пурпурно-фиолетовый. Фиолетовый отлив как бы в глубине. У меня растет она в полутени. И, как вы знаете, темные все розы в полутени лучше себя чувствуют, дольше цветут, более насыщенный темный цвет. Ну, в ажурную тень можно ее посадить. На солнце такие розы быстро выгорают и быстро отцветают. Если сравнивать их с розой Гёте, есть у меня такая, правда, посажена всего 3 месяца назад, малышка-малышка. Но вот я вам их показываю и сравниваю. На мой взгляд, Домен Дитьер более темная и более фиолетовый отлив у нее. Хотя Гёте у меня посажена чуть в более солнечном месте. Но мы осенью еще раз их сравним и посмотрим. И Гёте вообще первый раз цветет, судить нельзя и сравнивать еще их. Диаметр цветка у Домен Дитьер довольно большой, до 14 сантиметров. Аромат, я бы сказала, средне-сильный, на 3 с плюсом. Лепестки у нее не облетают, надо обрезать после цветения. Еще хочу сказать, что роза очень устойчива к болезням. Вообще вот этот розарий с темными розами у меня не замечен ни в черной пятнистости. Как-то подобрались сорта более новой селекции. В лучах солнца смотрите, как красиво она переливается. Это я неделю назад снимала. Сейчас розы все уже почти отцвели. Первое цветение. Те, которые могли процвести, уже отцвели. Ну, средне-большой даже, я бы сказала, цветок этой весной нацвел. Роза цветет повторно и небольшими такими волнами. Голый куст стоять не будет постоянно. 1,
две розочки можно будет срезать и украсить дом. Вообще я хочу сказать, что именно после этой розы Домен Дитьер я влюбилась в такой цвет. У меня на этой клумбе и Софи Луис растет, тоже роза такая в темно-пурпурных тонах, но у Домен Дитьер вот именно фиолетовый отлив. При разном солнце ее цвет немножко другой. Бутон очень, видите, плотно набитый, большой, но цветы держатся сами на побегах. Красивая роза, прямо рекомендую. Ну, вот все, что я хотела сказать. Присмотритесь к этому сорту, потому что каталоги открываются уже через месяц, в августе. Поищите ее. Если вам нравится такой цвет, приглашайте в свой сад. До встречи! Будем скоро лилиями любоваться.